Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, и расклад у нас на месяц декабрь. Давайте мы посмотрим, что же ожидает представителей знака Девы, какие вам карты сегодня выпадут и что интересного ждет вас в следующем месяце декабре, который только-только вот наступит, и он будет таким завершающим 2025 года. Посмотрим, что же он, собственно, принесет вашему знаку зодиака, именно Девам. Расклад на 2 колодах. Я пока что завершаю перетасовывать вторую дополнительную колоду и напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, если вы еще этого не сделали, а также можете оставить комментарий, любой лайк, возможно, под этим видео, чтобы я знала, что вам этот расклад подошел и понравился. Итак, Девы, давайте мы посмотрим, что же происходит у вас. Итак, первая карта — Звезда, надежды и планы. Декабрь месяц. Принцесса мечей. Карта Дьявола. 8 чаш. 7 жезлов. 6 пентаклей. Страшный суд. Принц кубков. Король жезлов. И 4 пентаклей. Итак, что здесь у нас есть? У нас есть хорошая, замечательная карта, просто карта Звезда, карта надежды, планов. Как будто бы вы готовы бороться и сражаться, и все шансы, все возможности для этого использовать, чтобы получить по Дьяволу то, чего вы сильно желаете, жаждете, чего вы сильно хотите, к чему вы сильно привязаны. Это может касаться и любви, и отношений, и работы, да, повышения по должности, абсолютно всего. Потому что Звезда — это ваша цель. Какая цель у вас, какая основная цель и какая надежда, собственно, вы сами знаете. То есть вы верите в то, что у вас получится нечто осуществить. Здесь вас вдохновляет это. Вы хотите к этой цели своей идти, расти до этой цели. Вот она, собственно, да, карта Звезда. Может быть, рассматриваете шансы или какие-то шаги, какие нужно предпринять для приближения вас к вашим целям. Да, поэтому Звезда. Давайте посмотрим еще, что здесь для Дев дополнительное выпадет на карту Звезда. Карта Башня. По карте Башня у вас карта Звезда как осуществление каких-то планов. Оно может произойти вдруг, спонтанно, внезапно. Может быть очень хорошее значение вместе с картой Башня. Мы не будем говорить о том, что планы рушатся, как эта башня рушится. Хотя такое тоже может быть, еще и с картой Дьявола здесь. Но да, возможно, что-то идет не так легко, как вам бы хотелось, и вам нужно здесь побороться за дальнейшее, да, развитие в вашу пользу событий. И с принцессой мечей, собственно, прикладывать к этому усилия определенные, какие-то возможности изыскивать. Но у вас очень много амбиций, вы очень многое хотите здесь достичь. Очень важно, да, чтобы побаловать, потешить свое тщеславие, получить то, что вы хотите. Поэтому я думаю, что по карте Башни все-таки будем рассматривать ее как возможность получить то, что вы желаете, вдруг, внезапно, спонтанно, или какое-то прозрение о том, как лучше и быстрее получить желаемое, какой-то способ, который к вам приходит, какая-то идея. И карта Принцесса мечей как озарение, тоже понимание чего-то, возможность что-то узнать такое, что заставит вас пересмотреть свои цели или понять, как их приблизить, наоборот. Да, то есть по-разному может интерпретироваться такой вариант. Но вот по 4 мечей в самоанализе, в самокопаниях, в размышлениях, в каком-то тихом, спокойном уединении, изучении чего-то, может быть, чтении книг, возможности просматривать какую-то информацию. Вы разбираетесь лучше в себе, в своих потребностях, в своих целях, в том, что для вас важно. И по карте Звезда вот те планы, да, надежды, которые у вас были, возможно, вы их меняете. Поэтому карта Башня, что-то кардинально может поменяться. А может быть, наоборот, раз и вы получаете желаемое спонтанно, как эта молния, ударяющая в дерево. Давайте посмотрим на карту Дьявола. Почему здесь карта Дьявола выпадает у вас?
и королева мечей. То есть вы здесь настроены, нацелены вот на размышления о том, как все-таки получить желаемое. Королева мечей. Много воздушной стихии. Можете иметь отношение к воздушному знаку. Это весы, близнецы или водолей, козероги вместе с картой дьявола также здесь активно выступают. Хотя знаков может быть много разных, потому что здесь и огненных много, и воздушная вот водолей, по крайней мере, близнецы и весы могут быть. То есть очень много знаков. Но у вас есть по королеве мечей как желание говорить людям то, что вы думаете, что вы чувствуете, чего вы хотите, высказывать свою правду, говорить о своих дальнейших планах. По карте дьявола вы можете даже чересчур быть такими категоричными, какими-то жесткими в том, что вы им говорите. И также вам по карте королевы мечей, да, то есть какая-то проницательность такая может быть в каких-то вещах, где кто-то пытается вами манипулировать, вы об этом узнаете, замечаете вовремя, да, и пресекаете такую возможность. К примеру, если вы здесь хотите реализовать свои амбиции в карьере, то вам это, скорее всего, опять-таки удается как возможность получать желаемое, но через властность, через какую-то вот такую влиятельность, которую вы проявляете, логику в действиях, в поступках. Карта восьмерка кубков в ближайшем прошлом, разочарование из-за какой-то ситуации, что-то произошло такое, что вас заставило расстроиться. По карте Луна также столкнуться с какими-то вашими страхами или неуверенностью в себе, которая не дала вам возможность что-то использовать на вашу пользу, да, то есть вы из-за какой-то скромности или нерешительности могли упустить возможность из-за какого-то страха, переживания по карте Луна, что что-то не получится, или боязни обмана, не хотели в что-то встревать в какую-то ситуацию, поэтому отказались от чего-то. И дальше карта семерка жезлов, карта, которая здесь показывает вашу внутреннюю больше борьбу, и семерка мечей. Ваше желание здесь противостоять каким-то обманным, лживым людям, каким-то людям, которые могут сплетни какие-то о вас разводить или какими-то конкурентами быть для вас, или критиковать вас, собственно, да, но вы стойко справляетесь с этими недоброжелателями, людьми, которые могут говорить что-то негативное здесь, соответственно, о вас. И карта шестерка пентаклей в середине месяца здесь о возможности дарить другим людям внимание, может быть, что-то материальное, карта королева пентаклей, получать тоже какие-то подарки или получать что-то, что дает вам чувство постоянства, стабильности в отношениях, может быть, сердечность, верность, поддержка близких тоже, она тоже об этом, хоть это не материальные вещи, но это то, что ценится вами. Либо вы получаете здесь какие-то дополнительные деньги, может быть, дополнительную зарплату или какие-то бонусы к выплатам, или какие-то подарки просто по этим картам. И, собственно, да, это, такое приятное для вас событие может быть. Дальше идет карта страшный суд, карта возвращения чего-то в вашу жизнь из прошлого. Может быть, вы себя мысленно возвращаете в какие-то былые ситуации. Возможно, надеетесь на то, чтобы можно было вернуть так, как было раньше, или вернуться туда, где вы жили или были раньше. То есть есть надежды, связанные с этим. Возможно, по карте страшный суд понимаете, что сложно это воскресить или восстановить, или переродиться и поменять эту ситуацию, как будто бы завершился тот этап, завершилась та эпоха, и уже по-другому не будет. И нужно радоваться тем успехам, которые есть у вас сейчас, и строить дальнейшие планы, и дальнейшую перспективу, потому что у вас есть очень большой потенциал. А старое, ненужное, что не получилось разрушить, оставить позади. Карта принц кубков, принц чаш, водная стихия, водный знак, возможно, общение в окружении вашем с каким-то водным знаком зодиака, это раки, рыбы или скорпионы. Здесь же еще и паж кубков выпадает, тоже водный. Возможно, здесь столкнуться с тем, что в вашем окружении люди на энтузиазме и на позитивном настрое, с розовыми очками на глазах, стараются думать позитивно, мыслить позитивно, видеть все в позитивном свете. Возможно, здесь какие-то хорошие новости тоже будут вокруг вас происходить, какие-то хорошие сообщения, какие-то позитивные диалоги, которые вас каким-то образом тоже задевают. И можете также быть в ситуации, где кто-то имеет, не то чтобы скрытое намерение, а в вашем окружении человек, который нечетко, неясно видит картинку происходящего, но очень импульсивный, очень чувствительный, очень любвеобильный, готовый хвататься за какие-то шансы, возможности. То есть очень много позитива вокруг вас на самом деле в декабре месяце. Дальше король жезлов, карта огненного знака, огненной стихии, лев, овен или стрелец, либо ваша работа, ваша целеустремленность, связанная с работой, с карьерой,
карта Солнца, карта Льва, прояснение какой-то ситуации касаемо карьеры, касаемо работы или касаемо огненного знака, какие-то позитивные события с этим связаны, и радость от того, что вы имеете то, что вы имеете здесь, счастье и чувство процветания от, допустим, работы. Четверка Пентаклей, карта желания вот то, что к вам приходит в этом месяце, сохранить, заполучить, может быть, какие-то подарки, да, которые к вам приходят, какое-то наследство, может быть, или какая-то помощь, да, помощь другим и принять помощь от других. По тройке Пентаклей вы готовы это делать, вы делаете с удовольствием, собственно, да, что-то здесь связанное с этой помощью или желанием работать совместно с другими, может быть, с близкими совместно что-то делать. И по четверке Пентаклей вам очень комфортно и приятно, собственно, да, что вы чувствуете эту стабильность по четверке Пентаклей, стабильность в отношениях с близкими. Поэтому тройка Пентаклей. Сейчас я просто еще думаю, что еще здесь может быть, потому что вот он здесь такую жадность проявляет и желание во что бы то ни стало сохранить свое, не потерять свои возможности, не упустить их ни в коем случае. Да, это то, что вы делаете, не упустить своих возможностей, сохранить свой вес, сохранить свое положение и статус на работе, возможно, такое. И по тройке Пентаклей дальше приумножать это, сохранять и приумножать, то есть развиваться дальше с уверенностью, делаете то, что вы делаете, да, то есть растете, не теряя, прибавляя, приумножая. Тройка Пентаклей. Могут быть и какие-то подарки родственникам, близким. Но если мы говорим про подарки, то здесь, если с вашей стороны, то вы можете быть немножечко скуповатыми. Да? То есть по четверке Пентаклей старайтесь опять-таки не тратить много, сохранить какие-то деньги, какой-то бюджет, какие-то свои финансы. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для Дев, мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, не забывайте. Желаю всего самого хорошего, берегите себя и своих близких. До скорого!